Сейчас Катар официально заявил о том, что Катар Энерджи прекращает отгрузки не только СПГ, но и всей продукции газопереработки. Это форс-мажор, это военные действия. Я думаю, что вряд ли будет кто-то пытаться выставлять штрафные санкции по отношению к Катару. Ну, скажем так, в долгосрочной перспективе это грозит им в дальнейшем такими ценами на продолжение контрактов, что, я думаю, здесь все примут форс-мажор. Я думаю, что да. И ситуация, если там про нефть можно думать, вот есть какие-то возможности дополнительные объемы направить по нефтепроводу в Саудовской Аравии восток-запад, есть нефтепровод у Объединенных Арабских Эмиратов, то у СПГ никакой альтернативы нет. Его просто нет. Поскольку ситуация у Катара такая, какая есть, у него нет подземных хранилищ газа, это означает, что будет останавливаться и сама добыча. И она, вероятнее всего, уже остановлена полностью, за исключением тех объемов, которые нужны для внутреннего рынка Катара. Ну, Катар государство, прямо скажем, небольшое, и о том, что у него огромная энергоемкость производства, тоже не скажешь. Технически это тоже не очень просто. Если обычное такое, скажем, стандартное газовое месторождение можно остановить действительно в течение нескольких часов, то Северный купол, он же Южный Парс, это месторождение, которое находится на глубине 1600 метров от поверхности воды. То есть на месторождение давит вот такой столб воды. Соответственно, резко снижать давление нельзя, это поэтапно происходит, потом точно так же поэтапно восстанавливается. В противном случае может быть и гидроудары, и образование гидратов, и так далее, и так далее. Ну и чисто с физической точки зрения, чем дольше законсервирована, так скажем, чем на больший срок прекращена добыча, тем сложнее ее будет потом наращивать. Есть вот такие технические нюансы, то есть мгновенно вот прекратился конфликт, все уже хорошо, давайте нам СПГ, нет, так не получится. Это не касается того, что восстановить производство на технологических линиях, это тоже процесс. То есть даже если сейчас, не знаю, там, о чем-то руководство Катара договорится с руководством Ирана. Да, пожалуйста, везите СПГ, это все равно мгновенно не произойдет. Когда говорят о остановке производства СПГ, вспоминают прежде всего Катар. Это совершенно естественно, 20% рынка, одна страна. Пока нет информации, что по новым проектам, напоминаю, что как раз сейчас идет период строительства второй и третьей очереди заводов по сжижению природного газа в этой стране, но он традиционно производит от 7 до 8 миллиардов кубометров, перерабатывает в СПГ, так скажем, от 7 до 8 миллиардов кубометров Объединенные Арабские Эмираты и от 12 до 13 миллиардов кубометров это Оман. От них пока новостей не было, по крайней мере, я в новостной ленте не успел пролистать, но вероятнее всего здесь тоже последует остановка, даже если она не произошла уже, то произойдет, если события будут разворачиваться в той же динамике, какую мы сейчас видим. Ну и как бы совсем в сторонке от Персидского залива есть еще одно газовое месторождение, называется Левиафан, расположено на морском шельфе государства Израиль, где распоряжением правительства компания «Шеврон», оператор проекта, тоже остановила добычу. Вроде бы, причем здесь СПГ, вроде бы как в Израиле СПГ заводов нет, но если смотреть по итогам прошлого года, именно Левиафан обеспечил производство СПГ на 2 заводах, расположенных в Египте, с одной стороны Суэцкого канала и с другой. А это еще минус их производственная мощность, которая составляет от 10 до 12 миллионов тонн СПГ в год. Ну вот, причем для Египта это только начало. У Египта пиковый спрос на газ приходится, разумеется, на летний период. В силу климата должны работать кондиционеры, туристический сезон и так далее, и так далее. В том случае, если все будет продолжаться так, как продолжается, Египет просто вынужден будет выйти на рынок СПГ уже в качестве импортера. Приблизительно в тех же объемах. От 10 до 12 миллионов тонн СПГ он будет
снимать с рынка. То есть здесь как бы эффект двойной получается. Сначала минус 10-12 по производству, потом еще раз столько же просто по закупке. Ну, поэтому волатильность цен вот такая, какая есть. Мы то, что видим на, так скажем, стеллах TTF, это, напоминаю, майские фьючерсы. Поэтому, когда говорят, что стоимость выросла до 600, до 700, это про май. Если смотреть на спотовые поставки, они чуть выше. То есть, если на сегодняшнее утро TTF показывало что-то там около $630 за 1000 кубометров, то надо, наверное, какими-нибудь долларов 50-60 добавить на те поставки, которые имеются сейчас в живом состоянии. Что касается Европы, если уж она кого-нибудь интересует, то Норвегия официально объявила о том, что они сможет увеличить объемы добычи. И так практически все на проектной мощности, и больше уже не добыть. Сможет ли заместить катарские поставки для Европы Соединенные Штаты? Ну, по итогам прошлого года из Катара в пересчете на обычное состояние было получено 60 миллиардов кубометров. Смогут Соединенные Штаты произвести столько же? Нет, не смогут. Ближайшие вводы новых мощностей, конец 2026 года, то есть в ближайшее время будет не очень скучно. Связано это, разумеется, еще и с тем, что весьма основательно опустошены подземные хранилища газа. Да, отопительный сезон заканчивается. Но я в очередной раз напомню, как выглядит динамика европейского рынка. Лето, снижение спроса на природный газ и снижение стоимости. Трейдеры стараются максимально большие объемы закупить, чтобы отправить на хранение. Дальше они ждут отопительного сезона, когда цены идут вверх, и начинается изъятие с реализацией, но для этого необходимо, чтобы летом было подешевле, зимой было подороже. Иначе экономика не бьет, потому что хранение газа тоже бесплатно никому еще не обходилось. Сейчас может получиться достаточно такая интересная картинка. Летом цены не упадут, а вырастут еще выше. И тогда перед европейскими газовыми компаниями встанет вопрос, рисковать ли закупать газ при таких ценах и отправлять его на хранение. Это риск того, что к зиме все восстановится и будет более-менее нормальным, тогда не будет роста цены. И это просто минус, потому что хранение стоит денег. Так что вот такая картинка, но поскольку Евросоюз сам выбрал свою дорогу, напомню, что еще в 2011 году была разработана так называемая целевая модель европейского газового рынка, которая с 2019 года строго по плану реализуется. Это отказ от долгосрочных контрактов, это отказ от нефтяной привязки. Выбор сделан самими европейцами, ну, соответственно, в такой ситуации они и окажутся. Ну и что касается прочих ситуаций, прочих проблем, которые вырастают из того, что мы видим на газовом рынке. Очень сильная волатильность возникла на рынке гелия. Рынок невелик, поэтому любые изменения сказываются быстро и достаточно серьезно. Катар – это второй по объему поставщик гелия. На день сегодняшний гелий извлекается из природного газа с тех самых месторождений, с Северного купола. Нет добычи газа, нет гелия. Как кто будет реагировать, посмотрим. Пока волатильность такая, что сказать что-то определенное сложно. Поставщик номер один по-прежнему Соединенные Штаты, но они в основном поставляют тот гелий, который был извлечен и отправлен на хранение еще в 60-е годы. Новых объемов не сильно много. Поэтому для «Газпрома», который последовательно вводит одну технологическую линию за другой на Амурском газоперерабатывающем заводе, появляется дополнительное окно возможностей, но тоже будем наблюдать. Ну и заканчивая газовую тему, пусть она большая, мой личный индикатор того, что происходит на газовом рынке, это, конечно, стоимость угля.
Если рынок чувствует, что газа будет не хватать, растет спрос на уголь. Понятно, что не в Европе, которая отказалась от угольной генерации, но все-таки основной рынок сбыта для Катара Юго-Восточная Азия. И вот там цены на уголь пришли в движение. Причем не только на энергетические марки, но и на коксующийся уголь. Причина до конца мне непонятна, но каждый раз мы наблюдаем одно и то же. Такое впечатление, что когда трейдеры начинают закупать уголь, они закупают всю линейку, вообще не обращая внимания, какой это уголь. Берем и берем. То есть на всякий случай берем И все. здесь берем все, что у вас есть, забираем. Если смотреть на энергетические марки угля, от 15 до 25 долларов за тонну за неделю, ну, для угля это такой очень высокая динамика, прямо скажем. Если говорить о коксующемся угле, то 25-30 долларов за тонну тоже за неделю. И это тоже становится заметно, ну и причина, опять же, понятна. Если есть риски того, что газ будет стоить очень дорого, увеличивается доля угольной генерации, и на всякий случай увеличивается объем закупок угля для того, чтобы пережить тяжелые моменты. Так что даже для угольщиков России появляется, забрежило какое-то окошко, свет в конце тоннеля, и будем надеяться, что в этот раз это точно не встречный поезд, а выход. Ну вот как-то так, наверное, по газу. Понятно, что будут изменения и на рынке газохимической продукции, потому что Катар крупный производитель всего, что связано с газом. Полиэтилена, полипропилена, карбамиды, аммиак и так далее, и так далее. Все это с рынка уходит. Соответственно, все это будет расти в цене. И, опять же, для России в краткосрочном периоде это, конечно, выгодно. Да, это звучит цинично, потому что Иран переживает, наверное, тяжелейший момент в своей истории. Идут практически ковровые бомбардирования всей территории. Как будет Иран восстанавливаться после конфликта, каких усилий это от него потребует. Но, тем не менее, такое вот у нас циничное время. Но для России на день сегодняшний, да, это приносит пользу для государственного бюджета, для экономической ситуации тех же угольных компаний. Будем надеяться, что успеют отреагировать. Многое, конечно, зависит от того, в наличии или в портах товарная партия угля, чтобы их именно сейчас отправить жаждущим и страждущим. Владимир Владимирович еще назвал террористическим актом подрыв российского танкера-газовоза в Средиземном море. Скажи, пожалуйста, по объему, сколько такой танкер может перевозить СПГ и сколько это в денежном эквиваленте, если так можно оценить? В денежном эквиваленте оценивать надо не только груз, но и само судно. Это традиционная такая рабочая лошадка СПГ-индустрии, танкер 70 тысяч тонн, что после регасификации дает порядка 100 миллионов кубометров газа в обычном состоянии. Вот с учетом тех котировок, которые есть, можно попытаться пересчитать. Судно, я так до конца и не понял. Если это стандартный газовоз, то его стоимость порядка 120-130 миллионов долларов. Если это усиленный ледовый класс, умножаем на 2. Вот как-то так. То, что это террористический акт, несомненно. То, что за этим актом стоят киевские власти и их лондонские кураторы, тоже совершенно очевидно. Какой будет реакция, мне сказать сложно, поскольку кроме констатации факта от того, что это был террористический акт, комментариев от нашего руководства нет, мне тут сказать, собственно говоря, больше тоже нечего. Да, мы все видим, что это террористический акт. Какие последуют выводы, надо, наверное, какое-то время подождать спокойно, а не пытаться бежать впереди паровоза. Соглашусь. Но мир переходит к какому-то новому порядку возвращения канонерок, каперства, не знаю, чего угодно еще. Подрывы судов с подводных лодок и так далее.